Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Весы. Прогноз у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Она может помочь вам открыть духовные потоки, которые текут между вами и хрониками. Также она помогает получить доступ к информации о вашем прошлом, настоящем и будущем. Она помогает раскрыть возможности, отношения и действия, которые помогут вам двигаться вперед по направлению к вашим целям и мечтам. Что ждет Весы в 2022 году? Весы, 22 год. Я сейчас разложу карты, а потом мы будем с вами их трактовать. Еще у нас будет 5 карт. Это так называемая линия жизни. Этот ряд отображает людей, ситуацию, которая актуальна в настоящее время для вас. То есть это то, что для вас сейчас важно, это на чем сосредоточен ваш основной фокус и важная идея. По этим картам вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Наш расклад готов. Да, что-нибудь видно, я буду показывать. Ну что, давайте начинать. Первая карта у вас в этом ряду — это двойка свитков. Карта называется Two Worlds, это два мира. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит женщина, она смотрит на огонь и о чем-то задумалась. У нее есть любимое занятие, на котором она вот деньги, да, зарабатывает деньги. У нее есть дом, семья, а вот здесь в окне стоит буддийский храм. Это не важно, какая конфессия, просто это духовное учреждение. И у женщины возник как бы конфликт внутри ее души. То, что внешний мир требует от вас, и то, как ваша душа вас направляет. То есть карта говорит, на самом деле у вас могло быть несколько прошлых жизней, где вы хотели сосредоточиться, например, на своем духовном росте. Возможно, вы присоединились к монастырю, чтобы это сделать. Но затем светский мир предложил вам в следующих воплощениях семью, любовь, финансовый успех. И в этих воплощениях вы выбрали материальный мир. Возможно, сейчас вы испытывали вот эти колебания между самореализацией духовного развития и успехом в вашей повседневной жизни. Но когда эта карта ложится перевернутая, она показывает освобождение. То есть да, деньги, личный мир присутствуют, но они больше уже не управляют вами. То есть сейчас у вас появится возможность действовать в соответствии с вашими высшими идеалами и убеждениями. Может быть, вот до этого вы разрывались между двумя этими мирами, а может быть даже между светом и темнотой. То есть вы беспокоились, что стремление к вашим духовным целям поставит под угрозу вашу личную и финансовую жизнь. Но теперь вы определили, какие предпринять шаги, может быть даже самые маленькие, чтобы постараться объединить эти оба мира. Вторая карта — это у нас двойка роз. Здесь карта называется «Крылатые посланники». Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит круглый стол. Ну, круглый стол, мы понимаем, это стол переговоров. Но одна чашка уже разбита, и у одного стула сломана ножка. И все это происходит на фоне дома. То есть карта может показывать небольшой конфликт в вашем доме или семье,
Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Это могут быть денежные вопросы относительно недвижимости, наследства или же личных финансов. Но когда карта переворачивается, она говорит, что конфликт разросся, то есть стол разрушен, и кажется, что никто уже не сможет собраться вместе. Очевидно, вам придется иметь дело с некоторыми людьми или финансовыми вопросами, которые кажутся вам ущербными и разрушительными. Карта говорит, будьте осторожны, чтобы вас не попросили дать больше, чем у вас есть. Но, несмотря на ситуацию, может быть, кажущуюся очень сложной, вы должны приложить усилия, чтобы попытаться все исправить. Люди, замешанные в этом конфликте, могут быть неподатливыми и неспособными вас слушать. Вам самое главное, важно делать то, что вы можете. А также отстраниться от конфликта, если другие участники этих разборок непреклонны. И третья карта единица роз. Это у нас единица и двойка. Да? Единица роз — это карта коммитмент. Коммитмент — это соглашение, обязательство, но карта у вас перевернутая. То есть, когда карта переворачивается, она может показывать на некоторое разделение или разрыв в контракте. Это может быть полный разрыв связей, например, развод или потеря работы. Может быть, это ваш собственный уход или увольнение. Также карта может указывать на неудачную инвестицию или же покупка-продажа дома могут провалиться. Но какую бы форму этот коммитмент не принимал, в основе опыта всегда лежит эмоциональный компонент. Для вас будет очень важно выразить ваши эмоции и справиться с чувством потери. Но постарайтесь не думать слишком катастрофически. Вот эта потеря или разделение могут для вас сейчас показаться очень трудными. Но у вас есть возможность с этим справиться и снова встать на ноги. Иногда эта карта может указывать на физическое разделение. Возможно, вам придется много путешествовать или переехать по служебным или личным причинам. На этом или любом другом физическом или эмоциональном расстоянии убедитесь, что вы сохраняете баланс в вашей жизни. А также подумайте, не забыли ли вы свой собственный приоритет. Может быть, вы ставите себя последним или отказываетесь от своих собственных потребностей? Если это так, то пришло время начинать делать уже что-то и для себя. Постарайтесь не упускать из виду вот это величайшее партнерство из всех. Это вашу связь с вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. Четвертая карта — это у нас старший аркан, это архангел Рафаэл. Она у вас прямая. Этот архангел несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. И он может разделить все эти стремления и жизненный опыт с вами. Из всех архангелов Рафаэл более часто приходит в облике человека. И эта карта предвещает время великих достижений в вашей личной жизни. Она может говорить о множестве благословений, таких как восстановление утраченной мечты, воссоединение членов семьи или же об исцелении, возможно, физического состояния или же разбитого сердца. И даже если эти состояния продолжались длительное время, в вашей жизни наступает прорыв. Пусть Рафаэл будет вашим партнером в этом процессе, и вы скоро увидите, почему все называют его чудотворцем. Пятая карта — это у нас королева свитков, но карта у вас перевернутая. Иногда она показывает разобщение или разделение с умной женщиной, которая имеет сильные коммуникативные навыки или, может быть, работает в сфере маркетинга или коммуникаций. Она может быть другом, членом семьи, супругой, сотрудником на работе. Разделение может происходить из-за расстояния, разрыва, распада или даже развода. Иногда карта показывает на некоторые проблемы с или для этой женщины. Но также эта карта может поговорить, что вы или важная для вас женщина может покинуть или потерять рабочее место, связанное с управлением, исследованиями, обучением или общением. И здесь может быть некоторая неопределенность по поводу будущего.
Но королева свитков является женщиной мудрости, и она очень близка к хроникам Акаши. Поэтому обратитесь к этой своей стороне, и пусть хроники ведут вас сейчас. Если эта информация с вами резонирует, то давайте смотреть дальше. Первый дом – это дом вашей личности, это то, как вы себя позиционируете, как вы сами себя ощущаете. Это ваш образ. И здесь у вас ложится восьмерка силы, карта называется The Lightning Bolt, это удар молнии, но карта у вас перевернутая. Да, вот в прямом положении она показывает, что произошла какая-то ситуация у вас. Это, может быть, было время разделения, потери, какие-то разочарования, или, может быть, большие изменения в вашей жизни. Да, вот что-то произошло, и какая-то была гроза и буря. Но когда эта карта ложится уже перевернутая, она говорит, что наоборот, сейчас для вас наступает время динамичных действий и энергии. То есть, да, вы понесли какие-то убытки и потери, но гроза и шторм уже заканчиваются. Для вас может потребоваться некоторая очистка. Но все равно пришло время пустить новые корни и добиться нового роста. Приложите сейчас свою энергию к тому, что для вас первоочередно. И когда эта карта ложится перевернутая, вот эта вспышка, удар молнии достигает раскола небес. Это не что иное, как божественная сила, которая движется сейчас сквозь вас и поднимается из глубин мироздания. Вот эта могучая сила поможет вам осветить Землю и прояснить все в вашей жизни. Второй дом – это ваша собственность, это материальное благосостояние, финансы. И вообще это дом денег, это дом планирования, и это то, где и как вы зарабатываете ваши ресурсы. Здесь у вас ложится единица свитков. Вот как интересно, в дом денег у многих эта карта ложится, и перевернутая причем. Карта называется On Track. Это по пути, на пути. В прямом положении мы видим, человек собрал вещи, купил билет, у него уже паровоз дымит, то есть он собрался отправляться куда-то в путь. И в самый последний момент увидел вот этот указатель, который показывает совсем другие направления, а он как бы их не рассматривал. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может говорить о том, что ваша двойственность и ожидание идеального времени могли вас задержать. Эта перевернутая карта показывает, что у вас возникают проблемы с принятием действий в определенном направлении, может быть, из-за замешательства, нерешительности или же бездействия. Вот от вас сейчас зависит довести этот этап до конца. Может быть, потребуется больше усилий и сосредоточенности, но вы сможете возобновить свою цель снова. Не волнуйтесь, что ваш жизненный путь будет задержан навсегда. Скорее всего, есть у вас какое-то руководство, которое заставляет вас двигаться в определенном направлении. Третий дом – это братья и сестры, это близкие друзья, это короткие поездки, частные события, коммуникации и семейные отношения. Здесь у вас ложится 18-й старший аркан, карта называется Up in the Air, в воздухе, и она у вас прямая. То есть мы видим, что мужчина и женщина пристально всматриваются вот в этот воздушный шар, но то, что находится в корзинке этого шара, им с Земли не видно. То есть карта говорит, что есть аспекты какой-то важной ситуации в вашей жизни, будут, да, в 2022 году, которые будут казаться вам скрытыми. А вы можете соединиться со своими духовными наставниками, с хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но, скорее всего, есть элементы, которые неизвестны и в настоящее время недоступны. Слишком много относительно этой ситуации еще до сих пор находится в воздухе. Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решение, или же события еще не произошли, или, может быть, какие-то неожиданные открытия еще не сделаны, то есть ситуация еще не созрела. И доверие – это единственный путь для вас. То есть требуется время, чтобы узнать больше об этом вопросе. Но время не имеет значения для вашего высшего «Я», чья сила и любовь всегда с вами.
На данный момент и навсегда, что вам еще нужно? Только доверие. Самое глубокое знание того, что все, что вы ищете, будет открыто вам, но в нужное время. Четвертый дом– это ваш дом, это ваша семья, то, где вы проживаете. Также это дом мамы, это отношения с родителями, это события в доме, это еще вопросы вашей недвижимости. И здесь у вас ложится 10-й старший аркан, The Light of the World, это свет мира, карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит старец с фонарем и с нимбом. И старец стучит в дверь, а мужчина занят домашними делами и не слышит этот стук. А это стучит никто иной, как ваше высшее Я. И оно пытается получить ваше внимание. Когда эта карта ложится перевернутой, она показывает, что что-то разрушительное в вашей жизни могло вывести вас из равновесия. Или же вы были настолько заняты и сосредоточены на мелочах, не уделяя внимания духовному развитию. Вы оставили ваше высшее Я где-то позади себя. Да, может быть, вы обращаетесь к нему, но лишь изредка, когда вам что-нибудь нужно. Но помните, пока вы игнорируете высшую часть того, кто вы есть, вы отворачиваетесь от величайшего источника своей силы и радости. Вот сейчас свет вечной мудрости стучится. И все, что вам нужно, это открыть эту дверь и держать открытой до тех пор, пока вы не удержите его внутри себя. Пятый дом – это дом творчества, хобби, это дом удовольствия, романтические отношения, это дети. А также это все, на что вам нужно обратить внимание в вашем доме. И здесь у вас ложится двойка ключей. Карта называется The Treasure. The Treasure – это сокровище. Карта у вас прямая. Мы видим, что мужчина пришел в свой дом и видит, что его дом разграблен. То есть все, что можно, украли, а что не украли, то сломали. Но вот здесь на маленькой тумбочке стоит сундучок, и из него пробивается луч света. Карта может показывать большую потерю или неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностей. Но помните, что это период временный. Да, это может занять некоторое время или усилия, чтобы восстановить ваши силы, но внутри вас есть огромное сокровище, которое всегда доступно. Вот этот маленький сундучок показывает ту часть вас, которая заполнена светом. И он неуязвим и никогда не может быть ни потерян, ни поврежден. Карта говорит, не зацикливайтесь вот на этой потере и разочаровании. Откройте крышку вот этому вашему свету и позвольте ему осветить ваш путь. Вы увидите другие возможности, которые ожидают вашего открытия. Шестой дом – это ваша работа, это навыки, услуги, это ваша зарплата, это физическое и психическое здоровье, это ваши питомцы. Вообще это ежедневная жизнь. И здесь у вас ложится фигурная карта, это у нас королева силы, и карта у вас прямая. Эта карта показывает женщину, которая балансирует энергиями Солнца в одной руке и Луны в другой. И она может помочь добиться великого равновесия, баланса в вашей жизни. Она приносит необычное сочетание мира и силы, творчества и восприимчивости, как в ее энергии, так и в ее поддержке. Иногда эта карта может представлять женщину в вашей жизни, которая вступает в фазу великой силы и способности выдерживать ее замечательным результатом. Но также эта карта несет новые роли и возможности. Это может быть карьера в науке, в мировом общении, в коммуникациях, в природе энергии. Все это может быть доступно для вас. Также королева силы может указывать на возможное появление любовного интереса или партнера в бизнесе, или в творческом проекте. Это человек, который имеет сильное влияние и связи. Это может быть кто-то новый или
тот, кого вы уже знаете. Но когда эта карта появляется, она говорит, что есть надежная и, кроме того, мощная поддержка для вас. Но также и вы поддержите в это время самого себя, потому что сейчас вы держите силы Солнца творчества и Луны восприимчивости, и только вы сами можете управлять вот этой энергией своей бесконечной жизни. Седьмой дом – это дом супружества, это романтические и бизнес-партнеры. Здесь у вас ложится 14-й старший аркан. Карта называется «Инициация» или «Святой Сен-Жермен», но она у вас перевернутая. В прямом положении карта показывает вашу инициацию. Это намного больше даже, чем трансформация. Это не что иное, как ваше движение в более высокие откровения силы, проницательности и достижений. Когда эта карта переворачивается, она может показывать, что время вашего посвящения было, но вы держитесь за старое и сопротивляетесь этим чудесным изменениям. То есть старые отношения и вещи, которые держат вашу энергию внизу, они не защищают вас, а скорее наоборот, они держат вас погрязшими в ваших же трудностях. И даже если эти низкоэнергетические люди и вещи не подавляют вас, вы можете застрять в их ущербности. Или же просто бояться двигаться во что-то новое. Вот это все должно быть вами отвергнуто. Не блокируйте ваше движение к высшему использованию силы и разума. С этим вы сможете изменить свою жизнь, но и само лицо мира. Восьмой дом – это совместные финансы с супругом, это общие финансы с бизнес-партнером, также это дом чужих денег, дом наследства, дом трансформации и духовной силы. Здесь у вас ложится семерка свитков, карта называется «Сложности, трудности», она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что мужчина трудится над воссозданием старинного собора. Да, когда-то он был великолепен, но сейчас он представляет жалкое зрелище. И вот эти кирпичи, которые валяются, он их кладет на то место, откуда они выпали. То есть это очень медленный, кропотливый труд. Шаг за шагом, день за днем. Когда эта карта ложится перевернутая, она может говорить, что проект, отношения или рабочая ситуация могут развиваться недостаточно быстро для вас. Вы можете слишком торопиться с этим или чересчур быть привязаны к результату. Или же вы просто не хотите иметь дело с деталями. Вас призывают: будьте осторожны, чтобы не действовать в спешке. Ведь соборы не строятся за один день. Если вы не желаете терпеливо относиться к процессу и уделять внимание деталям, то тогда то, что вы ищете, может потерпеть крах, даже не осуществившись. Сейчас пришло время радоваться даже маленьким шагам. Сосредоточьте свою работу на сложностях и верьте, что даже ваши крошечные усилия могут способствовать достижению необычайного успеха. Девятый дом – это высшее понимание сознания, это дальние поездки, это иммиграция, это высшее образование, большие перспективы, юридические вопросы. Здесь у вас ложится семерка силы. Карта называется «Balance», но она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что стоит письменный стол, лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Когда карта переворачивается, она указывает, что вы, возможно, сейчас разбалансированы или запутались в некоторых сложных ситуациях, которые заставили вас потерять ясность и даже энергию. Это могли быть напряженные юридические вопросы или же ситуации, которые кажутся вам несправедливой или же тянется слишком долго. Но вам необходимо быть очень активными, чтобы по крупицам развязать ситуацию. Может быть, стоит получить хороший совет или консультацию, которые помогут вам разобраться во всех деталях этой ситуации. Да, карта перевернутая, она говорит, что результат может не соответствовать желаемому, но не забывайте сохранять равновесие, потому что искать только справедливость – это высвободить месть и гнев. Вы же не хотите создать более сложную карму в этом вопросе.
А на более личном уровне эта перевернутая карта предупреждает вас снова сбалансироваться и сконцентрироваться. Принесите обратно равновесие в вашу диету, в ваш рацион, в физические упражнения и в ваши мысли. Подумайте, как ваши выборы, мысли повлияют на ваше будущее в этой, а также в будущих жизнях. Примите меры, которые вернут вот эти весы обратно в равновесие. Не только между вами и другими людьми, но также и внутри вашей жизни. 10-й дом – это дом вашей карьеры, это дом отца, да, это отношения с отцом. Также это дом репутации, социального статуса, власти, и это дом общества. Здесь у вас ложится 16-й старший аркан, Coach in the Ruins, это пойманные в руинах. Карта у вас прямая. Мы видим, что стоит старинный острог, дверь закрыта, но крыши в этом остроге нет. То есть эта карта показывает какую-то темную и сложную ситуацию в вашей жизни. То есть вам кажется, что вы пойманы в ловушку. Это могли быть пустые пагубные отношения, несчастная бесполезная работа, неправильные действия и ваше поведение, может быть, негативные мысли и убеждения. И все это держало вас какое-то время пленником, но вы могли принести это из прошлой жизни. Но выход есть, как и был всегда. Но просто от вас потребуются определенные действия и решимость с вашей стороны. Даже если эти ограничивающие ситуации и действия очень сильны, они, скорее всего, навязаны вашими мыслями. Может быть, вы сами себя обманываете. Вот это мужество и сила, необходимые для перемен, они лежат внутри вас. Вам следует поменять каждое неправильное убеждение и сдерживающий вас паттерн, как только они случаются. Ну а если вы не будете ничего делать, вы сохраните навсегда вашу привязанность к этой темной ситуации. Как рушатся замки, отрицательный выбор может продлиться долго, поэтому не позволяйте руинам вашего прошлого разрушить ваше будущее. Сейчас у вас есть шанс выбраться из этой темницы. 11-й дом – это дом друзей, это коммуникация, общение, это наши группы, также это дом надежды, мечты, это наши социальные желания, устремления, это дом психологии и самореализации. Здесь у вас ложится первый старший аркан, карта называется Оракул Дельфи, и она у вас прямая. Мы видим, что Пифия или Дельфийский оракул сидит на высоком трехногом стуле, который не касается земли. Рядом с ней стоит жрец, и он готов что-то записывать. Вот эта Пифия, она получает духовное осознание, восприятие, и она его получает и передает жрецу, который записывает это для людей. То есть сейчас для вас есть два важных ключа в вашем духовном опыте. Это понимание и объяснение. Когда эта карта приходит прямая, она говорит, что вы сейчас находитесь во время своей огромной внутренней и духовной силы. Даже если вы еще пока этого не осознаете, это лежит очень близко с вашим пониманием, с вашим самоосознанием, потому что, скорее всего, вы использовали этот дар во многих ваших прошлых жизнях. Сейчас вы можете принимать образы и предчувствия, даже не зная, как их объяснить. Делайте заметки, когда вы получаете инсайты. Так же, как они дали оракулу Дельфи вот эту глубокую осознанность и осведомленность, ваше духовное восприятие и их объяснение дают вам мощное понимание и акашское видение мира. И 12-й дом – это наше бессознательное, это кармические уроки, кармический опыт, кармические отношения. Также это дом тайн, секретов, это то, что от нас скрыто. Еще это дом изоляции и закрытых учреждений. Здесь у вас ложится 7 ключей, карта называется «Подъем восхождение», но она у вас перевернутая. Мы видим, что человек поднялся в гору, но он сам шел шаг за шагом, как альпинист, то есть здесь есть и веревка, и питоны, и он поднимался на эту высоту. То есть это человек восходил на какую-то вершину.
Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать на потерю должности, на внезапный уход с работы или падение вашей репутации, а также падение ваших карьерных ожиданий. Карта может говорить об усилиях, которые не окупаются. Возможно, вы усердно трудились, чтобы достичь высокого положения, но тем не менее, кажется, это от вас ускользает. То есть конкретные результаты, которые вы ищете, возможно, прямо сейчас трудно реализовать, и ваши усилия не будут признаны другими. Это может быть просто проходной этап. Но если вы предпринимаете длительные усилия без какой-либо награды, то сейчас самое время подумать о новых подходах или о другом месте для реализации ваших планов. А я вам не достала 18-ю карту. Да. Это отдельная карта, это взгляд в будущее, который показывает то, что ждет вас в 2023 году. Это намек на будущее направление устремления, основанное на действиях и выборе в 2022 году. Ну, давайте я ее сразу открою. Так, переход 23 год. Так, здесь у вас ложится шестерка силы. Карта называется The Waterfall. Это водопад, но она у вас перевернутая. Карта может указывать на ситуацию, где вы почувствуете значительную потерю силы. Вы сейчас будете находиться в эмоционально реагирующем времени. То есть вы можете почувствовать, как ваша жизнь перевернулась с ног на голову, или вы могли непреднамеренно передать свою силу кому-то другому, будь то это любимый человек, босс, член семьи или друг. Возможно, вы следуете дорогой другого человека, несмотря на свою интуицию, которая подсказывает вам не делать этого. Но более в крайнем случае вы можете полностью сдаться, впасть в депрессию и жить по велению другого. Вот для вас очень важно, чтобы вы поднялись и вернули свою силу назад. Это может показаться чуждым для вас, но это урок, который ваша душа жаждет выучить. Во время этого периода найдите время для медитации, спокойных состояний, чтобы ощутить любовь, силу и ценность вашей души. Когда вы поймете вашу истинную ценность, вы поймете, что вы достойны решать сами свою собственную судьбу. И вам следует принять меры для этого. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.